Куба. Правила въезда. В правилах прибытия иностранцев на Кубу произошли изменения. Коснулись ли эти перемены для въезда россиян на Кубу? Давайте посмотрим. Смотреть я буду на сайте travelata.ru, где собраны актуальные данные, то есть информация здесь постоянно меняется. Либо можете открыть официальные источники. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Куба. Здесь есть короткая информация. Сколько стоит на двоих туры. 7 ночей, например, отель 3-звездочный, все включено. Когда лучше ехать? С февраля по июнь, то есть скоро начнется сезон. Средняя температура плюс 30 градусов. Виза не требуется. Ограничения по въезду. Для въезда в страну всем туристам потребуются результаты отрицательного теста ПЦР. Давайте посмотрим более подробно. Какие есть требования по въезду. Памятка по поездке на Кубу. Обновлено на этой неделе. Подготовка к вылету. Авиасообщение осуществляется на регулярной основе и чартерной основе. Авиакомпания вправе скорректировать срок действия теста и формат ПЦР COVID-19 по внутренним условиям и распоряжениям. Если вы тур купите через Travelata, Travelata вам обязательно сообщит. Туристам, планирующим вылет на Кубу, третьими странами и на обратном пути в Российскую Федерацию, следует уточнять правила транзитных виз и необходимости наличия справок ПЦР COVID-19 самостоятельно на сайте авиакомпании, осуществляющей транзит. Страна транзита может требовать наличия визы в зависимости от страны вылета. Особые требования авиакомпания Nordwine доступны по ссылке, но это если у вас именно вот эта авиакомпания будет. Виза не требуется до 90 дней нахождения. Срок действия паспорта не менее 1 месяца с даты окончания тура. Валюта. С 19 июня 2021 года на Кубе запрещено пользоваться долларами. Оплата в магазинах, доп. Услуг в отелях и других сервисов осуществляется только банковскими картами. Это Visa либо MasterCard. Принимаются банковские карты любых банков, кроме банков США. Оплата экскурсии возможна наличными в евро. То есть, если что, нужно будет взять евро. Карта МИР к оплате не принимается. Декларация по прилету потребуется. Обязательно по прилету необходимо предоставить заполненный бланк декларации о состоянии здоровья, включая детей. Если что, на сайте Travelata есть ссылка на декларацию. Справка ПЦР COVID-19 потребуется. Сроки актуальности справки не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Срок в 72 часа теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке. Особенности справки. Справка должна быть выдана на английском языке и содержать в себе данные заграничного паспорта в оригинале с синей печатью и QR-кодом с формулировкой «негатив РТ-ПЦР». Существует правило, что справка может быть выдана на русском языке, однако всем туристам настоятельно рекомендовано иметь английскую версию во избежание повторного тестирования по правилам авиакомпании. Детям с 12 лет тест ПЦР потребуется на общих основаниях. По прилету туристы старше 2 лет должны будут пройти бесплатное тестирование ПЦР. В случае отказа пройти тестирование, власти страны оставляют за собой право отказать туристу в пересечении границы. Для вакцинированных и переболевших туристов потребуется электронный сертификат с QR-кодом, полученный с портала госуслуги на английском языке, должен содержать в себе данные заграничного паспорта и подтверждать ввод 2 доз препарата. Дата ввода 2 дозы не должна быть меньше, чем 15 суток до вылета. Ревакцинированным Sputnik Light рекомендуем оформить тест ПЦР COVID-19 на общих основаниях. Также Travelata предлагает скидку 10% по промокоду Travelata. Это кто проживает в Москве и Санкт-Петербурге, либо если вы в этих городах будете делать тест. Сдать тест можно, не выходя из дома или офиса. Подробно можете также здесь почитать. По прилету на Кубу карантин не потребуется. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина. Туристы, прибывшие в составе организованной группы по линии туроператора, освобождены от прохождения обязательного карантина. Важно! С 20 июня 2021 года индивидуальные путешественники, вылетающие на Кубу самостоятельно без участия туроператора, должны будут за свой счет пройти обязательную изоляцию от 5 ночей в карантинных отелях, назначенных для этого органами здравоохранения Кубы.
Информацию следует уточнить самостоятельно на официальном сайте посольства Кубы. По возвращении в Российскую Федерацию подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно здесь. Давайте посмотрим, какие есть правила. Правила возвращения в Российскую Федерацию прибывающим из других стран. Для граждан Российской Федерации с 30 июля 2021 года на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации для прохождения санитарного контроля потребуется предоставить бумажную анкету или QR-код, полученный на портале госуслуги. Невакцинированным дополнительно потребуется оформить тест ПЦР и загрузить данные на портале госуслуги не позднее 4 дней со дня прибытия. Официальная информация Роспотребнадзора от 6 июля 2021 года доступна по ссылке на сайте. Дополнительная информация также доступна от 28 июля. Очень важно соблюдать правила постановления во избежание штрафов. До вылета и прохождения границы в Российскую Федерацию QR-код. Для получения потребуется заполнить данные на портале госуслуги. Бумажная анкета, альтернативная бумажная версия анкеты, это взамен QR-кода, также доступна по ссылке. За детей заполнить бумажную анкету или оформить QR-код должен заполнить один из родителей. На чартерных рейсах номер рейса, время доступно накануне вылета. На регулярных и чартерных рейсах номер посадочного кресла будет доступен после прохождения онлайн-регистрации или регистрации в аэропорту. Просим иметь при себе ручку. После прохождения границы и по факту прилета, после получения багажа необходимо передать анкету или QR-код сотрудникам санитарного контроля. Невакцинированным и детям необходимо сдать один ПЦР-тест в течение 3 дней со дня прибытия и предоставить результат до 4 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Вакцинированным и переболевшим при наличии действующих электронных сертификатов на портале госуслуги тест ПЦР не обязателен. Информация о действующем сертификате или результате ПЦР-теста необходимо разместить всем туристам на портале госуслуги по ссылке. Туристам, не имеющим доступа к порталу госуслуги, просим заранее оформить регистрацию или обратиться к технической поддержке для возобновления доступа. Иностранным для Российской Федерации гражданам детализация и уточнение правил въезда в Российскую Федерацию, включая запись в посольство с последующим оформлением виз, производится туристами самостоятельно. На основании постановления Российской Федерации номер 635 от 16 марта 2020 года в редакции от 23 октября 2021 года упрощен въезд иностранных граждан, имеющих документальное подтверждение степени родства с гражданами Российской Федерации, включая граждан Республики Беларусь. Основным документом, подтверждающим право постоянного пребывания в Российскую Федерацию, считается вид на жительство. При существенных изменениях и корректировках правил въезда информация станет доступна на сайте Travelata и в приложении. Если у вас уже куплен тур, вам придет СМС-уведомление. Желаем вам крепкого здоровья и хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Всем пока!